Всем привет! Сегодня хотел поговорить на такую тему, как содержание кроликов в клетке. Почему именно мы выбрали этот способ содержания кроликов? А какие плюсы содержания, да? И, соответственно, без плюсов нету минусов. И назовем также минусы содержания кроликов в клетке. Обо всем об этом именно в этом ролике. Так что усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Погнали! Прежде чем определиться, где наши кролики будут сидеть, мы просмотрели весь интернет, читали, в чем люди, где люди держат, у кого какое содержание, плюсы и минусы. И, в общем, спустя какое-то время мы приняли решение, взвесив все плюсы и минусы, мы решили остановиться на клеточном содержании, потому что это более приемлемо для нас в наших условиях, в наших параметрах, так и сказать. Сейчас мы поговорим о плюсах. Почему? Какие плюсы, да, у клеточного содержания? Наверное, начнем с самого главного плюса, который для нас, все эти плюсы, они как раз для нас и подходят. Первый плюс – это постоянный контроль. А именно, клетки всегда находятся на виду. Соответственно, ты можешь контролировать каждого кролика. Вот они сидят, ты прошел, даже во время кормления ты смотришь на них, можешь определить, что с кроликом что-то не так, да, что он как-то пассивно себя ведет, либо он себя нормально ведет, и ты идешь кормить дальше. То есть первый плюс – это постоянный контроль, они всегда на виду. Второй плюс – это, ну, если рассматривать, например, наши клетки, да, это мобильность. То есть клетки у нас переносные. Большая часть у нас переносные клетки. И та часть, которая у нас встроена, мы тоже будем переделывать, и они у нас будут тоже переносные. Вот. Это для нас огромный плюс. Ну, я так думаю, для всех, у кого эти клетки переносные. В чем плюс? То, что эти клетки можно перемещать с места на место. Сегодня ты поставил его здесь, он постоял, тебе либо не понравилось, либо там, я не знаю, как-то там задувает, не задувает, еще что-нибудь, ты взял их, перенес в другое место. То есть это тоже огромный большой плюс. Третий, пожалуй, плюс наших клеток, да, деревянных, то, что их можно разобрать. То есть не понравилась она тебе, посидели кролики в клетке, не понравилось, разобрал, переделал. Огромный плюс, да, содержание в клетке. Также, если у тебя пол из сетки, не понравилось тебе пол из сетки, снял спокойно этот пол, эту сетку, сделал реечный пол, посидел кролик, не понравилось, можешь убрать. Можешь сделать целый пол, сплошной. Посидел кролик, также не понравилось, также убираем. Сделали комбинированный, сетка и, не знаю, там, дощечку какую-нибудь постелил. Не понравилось, переделал. То есть это тоже большой плюс, да, то, что эту клетку можно крутить, вертеть, как хочешь, переделывать, доделывать, да, либо совсем разобрать. Еще такой маленький плюс, это то, что деревянных, я имею в виду клеток, которые у нас, это то, что если она тебе не нужна, либо она прохудилась, либо подгнила, можешь разобрать и спалить в печке. Все, то бишь без отходов. Единственное, что если у тебя там сетка-пол, вернее, пол-сетка, да, то сетку куда-то можно пристроить. Сетка никогда лишней в хозяйстве не будет. Применение ей в любом случае вы найдете. Вот. Полазил я по интернету и посмотрел минусы. Но к плюсам мы еще вернемся. Минусы посмотрел. Первый минус – это чистка. Почему-то несколько сайтов, на которых я смотрел, был минус указан, что чистка. Проблема в чистке. Я посидел, подумал, никакой проблемы нету. То есть этот минус можно перевести в плюс. То есть в свободном доступе клетки ты подходишь, вытаскиваешь кролика, начинаешь чистку. Закончил чистку, положил кролика. Все. Я не думаю, что это минус, по мне это очень большой плюс. То, что не надо, если, например, брать ямное содержание. Залазить в яму, вытаскивать полсотни кроликов, блин, чтобы там чистить полметра и
их отходов жизнедеятельности. Как бы для меня это плюс. Ну, я думаю, и для многих, кто держит это в клетках, да, это плюс. Это не должно быть минусом в принципе. Вот. Еще один плюс — это постоянный контроль над особями, над кроликами в плане того, что нету бесконтрольного спаривания. Вы их контролируете. То бишь они у вас сидят каждый в отдельной клетке, и случайного спаривания, либо непроизвольного имбридинга, таки сказать, уже не будет. То бишь, когда вам нужно спарить самку с самцом, вы вытаскиваете самку, несете к самцу в его апартаменты, и там все происходит, забираете и уносите. Это же большой плюс. Вот. Что еще у нас по плюсам? Еще один плюс клеточного содержания — это кормление. Мы кормим дозированно, соответственно, нам очень удобно каждому насыпать определенную дозу корма. То есть у нас не стоит бункерная кормушка в большой клетке или там яме. У нас не насыпается много корма, они там не едят. Все, сколько надо, столько насыпал. И все. И как бы это ты тоже контролируешь. Сколько вот ты ему насыпал, столько он в принципе и съест. Больше он не съест. Если ты ему насыпал 100 грамм, больше 100 грамм он не съест, правильно? А в бесконтрольном, таком как ямное содержание, если честно, я даже понятия не имею, даже не представляю, как это в яме держать, как ее оборудовать, как кормить, залазить туда. Это столько нужно продумать, чтобы... И как чистить там. Вот в эту яму залазить и чистить там, смотреть. Там же бесконтрольные случки постоянно будут проходить. То есть имбридинг вообще стопроцентный. И неизвестно, что они там с собой сделают. Мы этот вариант вообще сразу отмели. Мы даже на нем не зацикливались. Мы просто прикинули и подумали, что где мы, во-первых, яму будем рыть. Посреди огорода ее не вырыешь. А где-то в каком-то закутке его делать, ну, явно не 20 сантиметров. Кстати, еще о минусах. Еще там было написано про минус, что у них в клеточном содержании слабенькая иммунная система становится. Как это происходит и как это вообще взаимодействует с клеточным содержанием, либо с содержанием в других условиях, я как бы не понял. Поэтому даже не акцентировал на это внимание, лишь увидел минус, что это чистка, и превратил ее для себя в плюс. Вы это можете сделать тоже, превратить этот минус в плюс под музыку, и пошел заниматься чисткой. Ну а теперь подытожим. Клеточное содержание, на мой взгляд, и мое субъективное мнение, это, мне кажется, самый лучший вариант. Вот. В общем, в любом случае, вам выбирать. Вы можете, может быть, вам не подходит клеточное содержание по каким-то условиям, да, может быть, вам подходит ямное содержание. Я назвал вам плюсы и минусы клеточного содержания, выразил свою точку зрения по этому поводу, но в любом случае решать вам, как содержать ваших питомцев, ваших любимцев, чтобы им было комфортно, чтобы вы создали им комфортные условия, и именно эти условия будут самыми оптимальными. Не те, которые вам рекомендуют, либо я так держу, либо Коля, Петя, еще кто-нибудь там держит. Вы держите так, чтобы вашим питомцам было комфортно. Неважно, какие условия, чтобы ваши питомцы были довольны. На этом буду заканчивать. Здоровья вашим кроликам. Все будет круто. Пока-пока.